Всем привет и добро пожаловать! На связи Ресим. Сегодня у меня обзор на игру Traveler's Rest, пиксельный симулятор таверны в фэнтезийном мире. Правда, без драконов, эльфов, гномов, орков и так далее, они почему-то не ходят по тавернам. Но игра все еще в раннем доступе, так что все может измениться и будет полный набор. Итак, об игре. Досталось тебе, значит, наследство от богатенького дядюшки таверны с участком. А может, ты и сам ее купил, или еще каким образом получил. История об этом умалчивает, но поначалу в твоем мегауютном заведении есть только стол, две скамейки и несколько свечек, чтобы путники могли сесть именно за стол, а не мимо него. Кормить дорогих гостей ты будешь только кашицей, твое фирменное блюдо, а они тебе за это что-то платить будут, совсем дурные. По мере прокачки появятся новые рецепты с нормальной едой, но каша это наше все. Готовится быстро, дешевая и полезная, наверное. Кроме еды есть и выпивка, пара бочек дешевого пойла для начала. А дальше надо варить самому, начиная с пива и дойдя до рома и вина. Путешественников, забредших к тебе на огонек, будет немного, за один стол больше 6 не сядет. Но как только поднакопишь деньжат, закажешь себе еще один стол, доставят его всего за несколько часов, а потом еще и еще, пока таверна не превратится в набитую селедкой бочку. Это, конечно, если ты хочешь устроить себе адский день, ведь от тебя будут требовать протереть стол, убрать мусор и выстроиться очередь за твоей фирменной кашицей и пивом. А вечерами не забудь подбрасывать дрова в камин, а то гости замерзнут и будут очень недовольны. Что скажется на твоей репутации? Особо недовольных можно, конечно, выгнать шваброй. Как только твоя таверна станет популярной, сможешь сдавать комнаты путешественникам. Оборудуешь уютные номера мебелью, и отбоя от желающих отдохнуть не будет. Тебе останется только каждое утро поторапливать засонь на выход и прибирать номер после их бурной ночи для следующего постояльца. Кстати, если есть желание, мебель можно сколотить самому и добавить к своим обязанностям бармена, официанта, уборщика, горничной, еще и столяра. Будешь на все руки дел мастер. На крайний случай, когда твои нервы сдадут, можешь нанять сотрудников, только им нужно платить. Но хорошо, что они не жадные. Следующий пункт – это продукты для готовки. Их можно заказать, доставка привезет и нет проблем. Вышлют по экспресс-почте. Также есть вариант заняться огородом прямо за твоей таверной. Перекопал поле, посеял семена и жди целых 3 дня. Но мясо пока еще придется покупать, так как коров и свиней пока в игре нет. Перед открытием таверны желательно наварить каши, пока некуда будет ее запихивать. Можно разбавить это другими продуктами и не забыть про выпивку. На нее налегают даже больше, чем на кашу. Вечера в таверне они такие. В целом для меня игра оказалась привлекательной, несмотря на пиксельную графику, но хотелось бы еще больше функционала по обустройству таверны, наем бродячих бардов, каких-нибудь внезапных событий. Буду надеяться, что разработчики добавят нечто подобное. И самое главное в игре – это погладьте кота, чтобы он был доволен. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до связи.